Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua. Перед тем, как мы сейчас начнем полноценно погружаться в каточку, хочу поздравить всех с праздником. Поэтому, ребят, Христос воскрес и воистину воскрес. Естественно, кто мне будет писать в комментариях ответку. И не нажирайтесь сегодня сладким. Вообще не нажирайтесь сладким сегодня. Вот, у меня и так будут сегодня слезы на глазах. Поэтому я в чате Телеграма не буду ждать там всякие фоточки с шашлычками и тому подобное, потому что мне много чего нельзя. Эх. Хотел бы сделать для себя денек исключения, но может такое произойти, что все мое лечение пойдет напрасно. Поэтому нет, я не буду делать исключения. Поэтому сегодня тоже буду на кашках, на всем таком сидеть. Эх. Ладно, давайте не о грустном. Короче, мне там в комментариях писали о том, что они хотят увидеть от меня инсектоидов. Возьмем рукоохотника и рукойный. Хотя на самом деле, если кто-то найдет жадную перчатку, то, соответственно, мой рукоохотник пойдет лесом. От него будет проку маловато, потому что будет суммонить своего кабанчика, а кабанчик будет сразу сжираться. И, короче, вы все сами прекрасно знаете. Я миллиард раз об этом говорил. Короче, меня там в комментариях просили собрать инсектоидов. Поэтому сегодня мы будем играть на наших знаменитых инсектоидах. Так. Вардрова. Так, привет. Так. Я на запись. Ага, удачи. Так. На самом деле. Они еще ж не знают, что я буду играть на инсектоидах. Ой, как им не повезло сегодня. Ой, как им не повезло. Сегодня будет самый мерзкий билд в этом патче. Ну, он и на самом деле самый легкий билд этого патча. Самый неоправданный баф, потому что... Точнее, как баф. Самая неоправданная сборка, потому что, ну, играть на инсектоидах сейчас, особенно когда мне вот так вот со старта неплохо идет, это запретно. Ну, на инсектоидах вообще надо запретить играть. Ну, все эти мне предметы особо не надо, но я, наверное, все-таки возьму орканцы, плюс у меня 4 орка со старта пришло. Я Тускара сейчас продам и сделаю вот таким вот образом. Я, наверное, 2 джаггера пока что поставлю, пусть крутятся, вертятся, и возьму арканцы, потому что будет массовый баф мана и все такое, короче. Там, может, тинкер в 2 звезды, понимаю. Ну, ничего страшного, у меня есть 4 орка, я надеюсь, что у меня рубрика «Все по 2» не будет очень долго длиться, потому что я хочу такое быстрое выселение. Надеюсь, оно таки будет, потому что обычно как бывает, когда мне вот так вот приходит со старта хорошо, и рубрика «Все по 2» начинается. То есть у меня все по 2 начинается, абсолютно все. Куча всего по 2. Ну, я надеюсь, эта каточка не будет такой. Хотя, знаете, я об этом уже сказал, поэтому, скорее всего, она так и будет. Баф 4 орков со старта — это очень сильный баф, плюс 400 хп, ничего. У вас все фигуры плотные, могут насумонить несколько раз коснуться способность. То есть 4 орка со старта — это то, что доктор прописал. А если есть еще и двоечка какая-то, допустим, орк-охотник, это будет прям шикарно. Мама, я в ютубе. Ой, ребятки, как я вам сочувствую в этой игре. Так радоваться. Это же они еще не знают, что я буду играть на инсектоидах. Они думают такие: о, сейчас будет такая каточка интересная. Он будет играть на чем-то таком необычном, мы его нагнем по-быстрику. Но. Я хитрый, поэтому сегодня будет инсектоиды. Тускара 2 звезды. Неплохо так он наваливает там. С Мьёльниром, с жадной перчаткой. Ну да, понял. Принял, не дурак. А что там по усилению? Будет сегодня или как? Возьму 5-й. Хочу поставить либо воинов, либо же даже 6-й возьму, если получится, и взять себе, поставить богов немножко, чтобы намного чаще юзали скиллы. Ну, посмотрим. Можно воина поставить. Ну, мне реально надо усиление. Давай джаггера и орка-шамана в 2 звезды. По-быстрику так. Можно было бы взять сейчас фурионов 2 штуки. И там бы, если пришел бы апгрейд, я, соответственно, поставил бы фуриона. Фурион бы спамил свои пеньки. Не хочу. В любом случае, мне этот фурион не понадобится в будущем. Мне самое главное сейчас, чтобы мне сердце мать насекомое пришло 2-го тира. Как надо. И довольно-таки быстро. Но в любом случае, даже если он не придет, даже если у него будет сложная игра, то я уверен, что я смогу занять топ-2, топ-3 уж точно. Главное, чтобы мне пришли нужные фигуры. Это Манки Кинг, это Антимаг, Яйцо,
Блин, ну это, конечно, круто, что яйцо так со старта приходит, но это яйцо я не хочу брать со старта. Ну, вот хочется, но не хочется брать, понимаете? Вот такое вот двоякое чувство, двоякое ощущение, что вот как бы хочется, но не хочется. Потому что, ну, смотрите, когда яйцо со старта приходит, оно просто задерживает инкам. Но продавать это яйцо и не брать это яйцо, это может быть максимально лютой ошибкой. Потому что, смотрите, вдруг мне сейчас придет в каком-то из раундов, да, естественно, с моей-то удачи придет в каком-то раунде, там, допустим, 2 Манки Кинга, либо же 2 антимага, еще лучше было бы. Ну, с моей-то удачи я понимаю, что этого не произойдет, скорее всего. Но все же, вдруг, давайте представим, что вдруг, а у меня есть яйцо для этого. Круто? Да. Круто вдвойне? Да. Чисто Муэрто только что времени потянуло миллион лет. А, нет, все равно вынеси. Мне на мгновение показалось, что я не вынесу. На мгновение. Ну вот, короче. За яйцо сказал. Мне нужен антимаг. Вообще мне нужен уровень. И рубрика все по 2 начинается. Рубрика все по 2. 2 орка шамана, 2 джаггера, 2 орка... Не, ну орка охотника нету. Ну хотя бы ни 2 аксов, ни 2 орков охотника. Хотя я думаю, скоро и они придут. Скоро и они придут. Знаете, у меня такой соблазн небольшой, чтобы просто закинуть сейчас яйцо конкретно вот в джаггера, либо же в орка шамана. Лучше всего, конечно, в джаггера. Стартовать я, наверное, буду через богов орков. Наверное. Да. Ладно, короче, посмотрим. Посмотрим. Пока что вот, на самом деле, мне идут очень хорошо боги-орки. Можно было бы через богов орков начать катать. Интересно, что мне за реликвию на 10-м раунде придет? Ну, Тинкер тут вражеский нормально накидал ракеток. Очень даже хорошо накидал. Да, да. Обидно, больно. О, эгидку. Я, наверное, возьму эгидку. Было бы круто, если бы эгида мне в 2 звезды пришла. Под 4 орками она бы так наваливала движа. Кстати, я, наверное, распродамся и выйду лучше в 11 монет. Потому что уже 9 раунд, у меня 93 хп плюс 11 монет всего лишь на счету. Это очень мало. Это очень мало. Там уже звери. Много зверей. Нежить, кстати, собирается необычно. Хотя там непонятно, там вроде и нежить, и не нежить одновременно. Тинкер 2 звезды, поэтому здесь я проиграл. Было бы хотя бы у меня парочку двоечек. Допустим, орк-охотник 2 звезды. Он бы мог зарешать. Но чего нема, того нема. Хотя на самом деле орк-охотник мог бы и не зарешать, потому что... Вот был бы сейчас орк-охотник 2 звезды, он бы здесь зарешал. Я бы еще и забрал винстрик. Но... Кстати, 2 скорпиончика, это хорошо. Старт на инсектоидах мне уже нравится. Старт на инсектоидах мне очень нравится. Идем дальше. Мобов я должен спокойно сейчас пережить. Даже вообще могу на этот счет не париться. У меня плюс 400 хп, у меня довольно-таки сильные столы, плюс у меня есть рок войны, которая мне поможет там кабанчика засумонить, может даже 2. Засумонить 2 кабанчиков, они много урона внесут. Короче, можно не париться сейчас на этот счет. Поэтому спокойно, чилим, наслаждаемся жизнью. Единственное, что нужно будет подумать, какую реликвию взять мне на 10-м раунде. Сейчас посмотрим, что сначала придет, от этого уже будем отталкиваться. Да. Хорош. Нормально навалил. Еще и перчатка, кстати, упала. Отличная перчатка, особенно когда у меня 4 орка есть. Я вражеские суммоны могу ухавать только в путь. Ну я... О, можно будет сейчас заобузить цветку в 2 звезды. И там, если не повезет и придет еще парочку цвету, можно ее в 3 собрать. Я думаю взять Мамору. И апнуть все-таки эту цветку. Все время, когда вижу Траксу вот в пуле, у меня все время задается вопрос, почему она такая высокая?
Почему она такая высокая? Я, короче, решил сейчас, если что, в Мамору закинуть Цвету. Да, я знаю, если что, что если Цвету собрать в 3 звезды, то она появится одна, а не 2. Это я прекрасно знаю, но я ее взял не для этого. Я ее хочу забрать в 2 звезды, и пусть она у меня сидит до талого, грубо говоря. Чтобы мне пришло 2 цветки до этого, потому что я хочу через цветы прыжки играть. Это сильно, это очень сильно. Если получится через цветы прыжки играть, то будет вообще шикардос. Это будет легчайший инсектоида, который только можно представить. Но на самом деле мне еще нужно будет суммона. То есть, какой билд я вижу по инсектоидам? Я хочу, смотрите, антимага, плюс манки кинга, орка жреца, 2 цветки, естественно. Ну и 2 дума. Все. Это мой идеальный билд, и в каждом из них, чтобы было по сердцу инсектоиду. Вот. Это мой идеальный билд. Это тот билд, который вижу я. Там Дум у чувака в Маморе. Интересно. Интересненько. Реально интересненько. Дум тройку собрать, это будет сильно. Рубрика все по 2. Тупо. Нету никакого усиления. Ой, как туго все. Ладно, надо выходить в деньги. Пока все грустно-печально, но надо выходить. О! Наныл усиление. Так. Так вот сделаю. Шмотки перекину сейчас с шамана лавы. А Року Эйне обратно верну. Змейка, змейка. Вместо кого ж мне эту змейку поставить? Ну, наверное, Марса продам. Чтобы змейку взять. Или может Акса продать. Хотя, наверное, все-таки Марса надо продать. Да, продам пока что Марса. Тут охотники 2 звезды, ну такое. Ну такое. Там Севенстрик у Чубрика. Вот это мне яйца сыпятся. Не так садим. Сейчас у меня эти 2 яйца будут очень-очень долго стоять. Буду их максимально долго реализовывать. Короче, наверное, как-то так поступлю пока что. Орков распродам. Выйду в 30 монет. В любом случае, я сейчас не побеждаю, как-то особо не выживаю. Но этого чувака я должен забрать? Естественно, я должен его забрать. Потому что что? Потому что тут 3 фигурки всего лишь. На самом деле странное решение. 90 хп, 52 монетки и сидеть просто через баф 3 людей. Кстати, спасибо, что орк-охотник мне сейчас пришел. Но я буду продавать Инчу. Хочу этого или нет, мне придется ее продать. Цветка есть уже в 2. Но я надеюсь, что мне цветы будут приходить. Если мне цветы будут не приходить, то я максимально хреново заюзал Мамору. Надо было бы кого-то другого тогда засунуть Мамору. И я уже думаю о том, что мне надо было Скорпиона засунуть все-таки. Надо было не цветку засовывать, а Скорпиона. Что-то я верю в то, что мне надо было реально не цветку засовывать. Потому что цвета мне всего лишь 1 раз пришла, и что-то она как-то вообще не приходит. В идеале как бы делать билд инсектоидов через цветы. И в идеале, чтобы у вас весь стол был в 2. Чтобы было куча дубликатов. Но чего-то нет, того нет. У чувака там 8 винстрик, понимаю. Но баф я забрал, это хорошо. Ну где мое сердце инсектоидов, алло? Что за бред? Игра сейчас максимально против меня насчет сердца инсектоида.
Максимально против меня сейчас оно. Тупо говорит: Саня, нет, ты не поиграешь сегодня у нас на энциклопедии. Не поиграешь. Главное сейчас по максимуму, по минимуму получить. По максимуму, по минимуму. Идеально? О, да. Там, я так понимаю, жрецы еще хотят собраться или что? Мне нужен 8. На 8 уровне я буду ролиться. На 8 уровне буду ролиться, мне будет нужно находить нормальные дубликаты. Мне нужно будет... Ну, судя по всему, у меня сердце инсектоидов не быстро придет. Я, конечно, не теряю надежды о том, что сердце инсектоидов мне довольно-таки быстро придет. Но даже если оно быстро не придет, главное, чтобы не пришли нужные фигуры. То есть мне нужно 2 Манки Кинга, 2 антимага, 2 Дума желательно и 2 орка-жреца. Вот такие вот фигуры мне нужны. Все фиолетовые и желательно, чтобы все в двойку были. Конечно, я губу раскатал. Все в двойку. Ага. Джаггер. Надо брать уровень дальше. Сидим до талого. Будем проигрывать, ничего страшного. Сидим до талого. Поставил сейчас, если что, дубликат Джаггернаута. Меньшую его форму, потому что Джаггернаут умрет, и из него может что-то вылупиться. О, 7 из 9 Мамора. Понимаю. Да, что-то, конечно, я сделал лютую ошибку с Маморой. Надо было Мамору не брать. Надо было взять хотя бы сумку Пандамена. Было бы профитнее. Что-то реально цвета очень грустно идет. Поэтому я что-то верю в то, что я совершил ошибку. Ну ладно. Ну взорвись, взорвись! А взорвалась бы, я получил бы намного меньше. Кстати, наныл цветку еще. Наныл еще одну цветочку. Может, 2 цвета поставить? Поменять Джаггера, поставить 2 цвета. Хотя, как по мне, Джаггер будет намного лучше. Ладно, короче. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Смотрим дальше, что мне придет. Тяжело. Очень тяжело. Я же говорил, что мои подписчики радуются, когда меня выносят. Эта радость продлится недолго. Я верю в то, что даже с такой плохой ситуацией, с таким плохим стартом, я спокойно смогу затащить. Верю в это. Не, я... Ну, хотя, может быть, многое произойдет. Например... Серьезно? Серьезно? Мне надо, чтобы кто-то из них вылетел, чтобы я смог найти мать насекомое. Потому что не найду мать насекомое, будет очень плохо. Мне кровь из носа необходимо это мать насекомое. Хаотичный договор, кстати, есть. Я возьму сумку Пандамена. В любом случае, я сейчас возьму 8. На 8 уровне начну полностью ролиться. Там дух 5 уже чел нашел. Мне бы, конечно, сердце мать насекомое найти хотя бы. А там дух 5 приходит на 8. Понимаю. Не осуждаю, понимаю. Ну, в любом случае, я думаю, получится максимально показательная игра, если я все-таки заберу сейчас топ-2 хотя бы или топ-3. Несмотря на то, что мне люто не фартит сейчас по предметам. Вот несмотря на это все, в действительности это будет, скорее всего, максимально показательная игра.
Ну, посмотрим. Пока что наперед загадывать не буду. Может, там еще хуже будет дальше. Если будет там еще хуже дальше, допустим, мне вообще фигуры не будет никакие идти, чтобы сделать нормальный себе стол, то тогда да, тогда это будет максимальная поплава. Тогда уж точно мне ничего не светит. Нужен 8. Надо терпеть. Несмотря на свое количество хп, мне тупо надо терпеть. Хочешь, не хочешь, терпи. Но я 8 возьму и думаю полностью сролится. Ну, Миранов 3 звезды, понимаю. Но стелы пока что такие, сомнительные. Вот единственная опасен это вот этот вот зверь, который собирается там. Мага я особо не боюсь. Там должен быть нереально сильный маг, чтобы его бояться. Там должен быть как минимум кто? Лич в 2 звезды. С жезлом Киры, аганимом, рефрешером и призмой. Тогда его можно будет очень опасаться. Но так как у меня будет антимаг, я в любом случае найду шар бездны себе и буду вот через шар бездны катать. То есть все по канону, ребят. Все по канону. Не опять и снова. Так, мне пока что хорошо пришло. Меня не может это не радовать. Отлично, наныл. Так, одного скорпиона улучшаем, одного ставим. Инчу апаем, получаем бабки. Не забываем, инча это инвестиция в лучшее будущее. Так, сейчас будет челик. Фух, я думаю, что хотя бы с рандомного сундука мне сейчас упадет не другая шмотка. Потому что на самом деле, вдруг кто не знает, то с рандомного сундука может упасть шмотка, которая вот была в этом пуле из 3 этих предметов. То есть я бы сейчас стрельнул, и мне могла бы упасть какая-то брошка, а не конкретно мое сердце насекомое. Спасибо. Спасибо, что вот с последнего предмета мне хотя бы падает сердце мать насекомое. Спасибо. Я польщен. Но мне нужно еще одно. Там уже у чувака стол, фул зверей, фул... Ой-ой-ой, как же там ужас. Я даже смотреть на это не хочу. Так, Скорпион 2 звезды, все, этого достаточно. Хотя на самом деле можно Скорпиона собирать и в 3 звезды. Это будет даже очень сильно. Но в этом нет никакого смысла. Пока что нету в этом никакого смысла. Лич уже там у Чубрика, понимаю. 9 уровень, ну окей, ладно. В любом случае, пока что должен выносить. Или не должен. Не, вообще должен выносить его пока что. Вроде бы у меня сильный стол. Если у меня орк-жрец еще будет приходить как надо, в 3 звезды, либо, допустим, антимаг будет у него в будущем, то мага я могу вообще не опасаться. Я уже, кстати, ему... Блин, ну у него там 3 винстрик всего лишь. Хотел сказать, я ему там винстрик даже сбиваю сейчас. Но не тут-то было. О, еще одно, отлично. Отлично! Мне это нравится. Так. И вот так вот. Вот, отлично. На самом деле... Хотя... Не, вот скорпионов достаточно со змейками. Фиолетовые фигуры дальше надо. Надо несколько фиолетовых фигур. Фигура по 3 монеток, за 3 монетки мне достаточно. Там, кстати, 3 охотника довольно-таки жестко. Если ему повезет, он с предметами может долго выносить всех. Хотя, я думаю, вряд ли. Вряд ли хоть что-то получится. Фу, еще одно. Это хорошо. Драконий рог. Но драконий рог на самом деле мне не нужен. У меня есть сейчас 2 яйца, я их не юзаю, потому что мне нужно хотя бы найти еще одного Манки Кинга и одного антимага. Либо же одного орка-жреца. Мне надо гиперстон найти. В идеале. Хотя можно...
9 ман. Не, ну мне надо ролиться и шар бездны находить. Ну, посох 3-го тира это тоже крутая тема. Ладно, надо ролиться. Пока что, если что, думаю, брать не буду. Свен пришел, понял. Шанс 1% на Свена. Цветки вообще очень туго идут. Хочешь, не хочешь, а цветки реально очень туго идут. Опа. Так, и вот так. Вот, отлично. Успел. Успел. Ну вот. 8-й уровень. Антимаг 2 звезды. Это ему, конечно, сейчас не помогло. Манки Кинг 3 звезд, обалдеть. Это то, что доктор говорит. Давай еще сумани. Сумани! Аркжест не успел сумануть. Надо еще усиление. Мне надо еще. Так, цветки. Хорошо. Антимаг, отлично. Блин, ну мне цветки, наверное, надо продать. Вместо змеек буду ставить. Я думаю, цвет мне все-таки стоит продать. Вроде бы как бы, ну не хочется их продавать. Хочется найти еще одну мать насекомое и закинуть, соответственно, вместо скорпионов их, но... Не верю в них. Чтобы цветки сейчас полноценно работали, мне нужен весь стол в 2 звезды. Ой, плохо. Плохо, плохо. Там еще Манки Кинг вражеский сейчас мне в вечном стане держал. А куда ты? Ужасно. Ужасная ситуация. Надо будет поменять расстановку. 20 хп осталось. Надо поменять расстановку, потому что, как вы могли заметить, у него все были справа, а у меня этот антимаг не того бил, кого надо. Поэтому сейчас я немножко всех вправо смещу, и там уже будет все хорошо. Там будет все отлично. Сейчас продаю. О, хорошо. Мне бы еще одного. Но мне надо еще один. Давай, давай. Какая ужасная ситуация. Так, это маг. Чубрик. 9 магов через волшебников поставил. Но тебе это не поможет. У меня антимаг сейчас 3 звезды появился. Целых 2. Хочешь? 1 хорошо, но целых 2 лучше. Даже 3. Не, 2. Мне показалось, что вот этот в Хиксе это 3-й антимаг. Так, Винстрик был сбит. Отлично. Пожалуйста, пожалуйста, приди. Там рефрешеру. Ну, все нормально. Пока что все нормально. Правда, вот этот зверь в действительности может меня душануть. Зверь для меня сейчас самый опасный такой персонаж. Будет приходить, будет душить. Причем у него такой стол огромный. Посмотрите, сколько у него троек. У него еще и Дум тройка. Мне, правда, на Дума плевать абсолютно. Ну, как, не плевать особо. Потому что если он будет накидывать свой Дум моего орка-жреца, он, соответственно, будет выключать мне суммоны. Это будет обидно. Не критично, но обидно. Там орк-жрец 3 звезды у меня появился. Здорово. Мне пока нравится такое начало. Еще одного сумани. Жалко, что не Манки Кинга там, не Тимага. А, так тролля в 2 звезды засумонил. Мне все нравится. Прости, прощай. Прости, прощай. Такой сложный билд на инсектоидах.
Мне нужен Monkey King. Мне не хватает только МК, если что, 2 звезды. Ну и надо найти шар бездны. Там сильный маг. О! Это хорошо. Это хорошо. Вот посмотрите, насколько мне люто не везло по предметам второго тира, что у меня вообще предметов нету сейчас. Вообще предметов нету. Хотя могла быть иная ситуация. Не могло с первого раза повести по всем предметам, которые мне необходимы. Я бы закирил того же самого Манки Кинга под шаром бездны, там, под всякими посохами, под всякими там гиперстонами и тому подобное. То есть у меня был бы еще полноценный керри. Кстати, походу я здесь поспешил с предметом третьего тира, ну ладно. Надо было подождать. Ну яйцо хотя бы приди. Ну шанс у меня 15% на призыв. Ну вот серьезно, типа если бы мне повезло немного лучше по предметам, по всему такому, по шансу выпадения, то было бы все у меня хорошо. У меня был бы еще один полноценный керри. Еще один полноценный керри. С предметами, все как надо. То есть смотрите, у меня был бы керри Monkey King, либо же антимаг с нормальными предметами. Мне бы не пришлось так жертвовать всеми предметами. Ладно, что сделано, то сделано. В любом случае, если даже сейчас займу топ-3, это будет максимально показательная игра о том, что, типа, даже тебе, если супер не фартит, ты можешь спокойно выносить все и вся. Короче, решил вот так вот Monkey King апнуть и поставить лучше 2 антимагов. Я думаю, маг нереально рад. Там цепочка у него, все как надо. Я думаю, он рад. Еще один ман. О! А я не могу пока что так сделать. Мне нужен Monkey King. Тогда я смогу апнуть 2 антимагов 2 звезды. Да-да. Если еще пару раз так против мага попадусь, маг вылетит. Но мне вот зверя надо душануть. Как только душану зверя, тогда будет все ясно и понятно. Вот этот долбаный МК, он нереально душит. А я свою МК так не могу сделать. Мне еще самое главное придерживаться расстановки адекватной, потому что если у меня будет плохая расстановка, то там маг меня будет убивать всю и вся. Ой-ой-ой, отцепись от меня, ты! Душнила. Ой, хорошо, Манки Кинга я убил. Пеппер вылетел. Остался вот этот чел на зверях. Минус 10, мало. Интересно, маг его выносит? Если маг его выносит, то будет все хорошо. Вот так вот сделаю. Пусть у него будет 2 антимага в 2 звезды. Вот реально, если посмотреть на мои предметы, плакать хочется. Если что, то рок войны не работает на орка жреца, но пусть стоит пока. Хотя может это додать 10% скорости атаки, может дать в антимага. Быстрее тычки свои будет наносить, все такое. Я просто не хочу ставить орка жреца поближе, потому что может этот разор убить моего орка жреца. Ну он в любом случае стирает мой стол в порошок, но... Сейчас мне немного не фартануло по фигурам. Да, мне немножко не фартануло по фигурам. Но не, нормально, антимаг в 3 звезды появился. Мне пока все, пока я доволен. Маг выносит, если что, этого зверя, хорошо. Есть! Отлично. Шикарно, замечательно, прекрасно. Я не могу ничего такого взять. Даже предметы второго тира адекватного не могу взять. На какой-то там хп реген и тому подобное. Я
Ну, как бы, короче, я сейчас расстановку не ставил. Меня в любом случае маг будет стирать. Пока что. Ну ладно, короче, 10% отдам скорости атаки сейчас в антимага. Пусть будет. Там личи 2 звезды. Сильный маг. Очень сильный маг. Найдет Аганим, Драконий Рог, посох 3-го тира и призму, то все. Он будет стирать моих инсектодов в изи. Просто несколько только что этих маги прокастовались в одного антимага. Так, нормально, душанул. Душу его! Зверя вынес. Ну что, ребят, максимально показательная игра. Несмотря на то, что сейчас все происходило, смотрите, какое место я занял уже. Посох, Драконий Рог. На его месте я бы на самом деле лучше бы Лича кирил. Я в Лича больше верю. Есть гиперстон, там есть волшебное зеркало. Может, мне оба этих предмета необходимы. И тот, и тот. Я, наверное, возьму кристалл призрака, потому что я намного буду чаще тычки наносить, соответственно, я буду больше выжигать и, соответственно, больше хп регениться. Правильно? Правильно. Будем с такой логикой браться. И я керить сейчас буду в основном антимага, потому что там остался я против мага, и если будет падать, соответственно, мне антимаг, то это будет хорошо. Ух ты, ее сфера, цепочка. Но мне это все не надо, мне надо другие предметы. Ну, это, конечно, не тот предмет, который я хотел, но, в принципе, ладно. Мне легендарки на 8 уровне, посмотрите, как сыпятся. Антимаг еще один. Ну, я, наверное, заблочу, потому что тут и Дум, и антимаг упал. Ну, пригодятся, на всякий случай. Ну, там сильные предметы у мага. Он немножко тупит, что он не делает керри себе Лича. Цепочка, посох. Дагон у него. Как по мне, ему нужно тупо закерить сейчас Лича. Закерить Лича, и будет все хорошо. Да. Да. Я даже не уверен, что мне Дум нужен. Очень сложно играть на инсектоидах, ребята. Очень сложно играть на инсектоидах. Запомните. Нереально трудно играть на инсектоидах. Нереально. Просто какой-то абсурд. Ну, это просто максимальный билд, который, ну, вот, не требует ни скилла, ни знаний, ничего. Не, ну ладно. Минимум знаний он требует. Все-таки понимать, как работают инсектоиды. Но об этом мы, соответственно, сейчас поговорим. Сейчас вот уже конечное все. Тут пока-пока. Ну, ребята, кто играл со мной в этой каточке, то простите, пожалуйста. Ну, не хотел. Ну, мне попросили записать инсектоидов, соответственно, я записал инсектоидов. Это было под одним из видосов, поэтому я записал. Так. А почему ты Лича не кирил, Чубрик? У тебя призма в линии. У тебя посох 3-го тирна. У тебя Драконий Рог, цепочка, догон-то. Тебе надо было Лича кирить. Хотя на самом деле против моего антимага... Ну, короче, не факт, чтобы это помогло. Далеко не факт, чтобы это помогло. Шансы типа были, но такое. Грамм. Хотя Лич под призмой, под посохом 3-го тира, под Драконьим Рогом мог меня спокойно выносить. Хотя, ну не факт, конечно, не факт.
Но, как по мне, шансов было больше. Хотя, на самом деле, у меня был такой антимаг уже огромный, типа с шаром бездны, с стоковым сопротивлением, со всем таким. То есть, ну, не факт, чтобы в действительности он мог меня затащить хоть как-то. Ну, что ж, ребят, это максимально показательная игра на том, что на инсектодах очень и очень трудно играть. Очень. Ну, думаю, вы все сами прекрасно только что увидели. В общем, как работают инсектоиды, вдруг кто не знает. Смотрите, у вас есть, допустим, антимаг, еще один антимаг, есть Никс, есть Бруда, есть Змейка. Давайте не так, даже уберем Бруду, уберем Никса, у вас будет так. Орк-жрец, 2 штуки, 2 антимага, 2 Скорпиона и 2 Змейки. Все это в 2 звезды. Умирает, соответственно, Змейка, или не так, умирает сначала антимаг, допустим, первый, он фиолетовая фигура за 2 монетки. Умирает, появляется 3-звездочная фигура за 3 монетки. То есть это либо будет Змейка, либо же Скорпион. Если, естественно, у вас нет никакой другой фигуры с мать насекомые, это именно в 3 монетки фигура. Вот. И у вас есть 2 оригинала еще живых. То есть 2 Скорпиона, 2 Змейки. Умирает, соответственно, Скорпион, и, допустим, у вас вылупился Скорпион, да, 3-звездочный. Вот этот вот 2-звездочный Скорпион, который умрет, он будет отталкиваться от суммы продажи уже 3-звездочного Скорпиона. И, соответственно, у вас вылупится 3-звездочная фиолетовая фигура рандомно. Либо же Никс, Бруда, либо же Антимаг, либо же Орк-жрец. Вот так вот это работает. Так что вот, еще раз, это очень показательная игра. Очень показательная игра, как на инсектодах тяжело играть. Очень тяжело играть. Да. Ладно. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте поставить свой лайк и подписаться на мой YouTube канал и Telegram канал. Telegram канал закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.